Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить торт Сморякова хата, который также известен под названием монастырская изба, лесная избушка и дрова под снегом. Это торт, который я обязательно готовлю на Рождество и Новый год, и который всегда всем нравится. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, в первую очередь займемся тестом. Для этого нам понадобится 400 граммов муки, которую я настойчиво рекомендую предварительно просеять. К муке добавляем примерно четверть чайной ложки соли и 200 граммов хорошо охлажденного сливочного масла. Для удобства масло предварительно желательно натереть на терке или нарезать мелким кубиком. Так оно быстрее соединится с мукой и не успеет растаять. Перетираем все в жирную рассыпчатую крошку, которая легко собирается в плотный комок, если ее сжать в кулаке, и также легко рассыпается обратно в крошку, если на комок нажать пальцем. Теперь добавляем в эту жирную крошку 200 граммов сметаны, у меня 15%, а также 1 чайную ложку винного или яблочного 6% уксуса. Сначала лопаткой, а потом руками замешиваем мягкое и не липнущее к рукам тесто. По поводу уксуса не переживайте. В тесте уксус не будет чувствоваться от слова совсем, но именно он сделает его более мягким и послушным. Благодаря этому трубочки будут легко сворачиваться и не растрескаются при выпечке. Долго вымешивать тесто не нужно. Как только оно собралось в комок, можно останавливаться. У вас должно получиться вот такое вот не совсем равномерно однородное, но при этом гладкое, мягкое тесто, которое абсолютно не липнет к рукам. Чтобы трубочки с вишней получились плюс-минус одинаковыми, взвешиваем тесто, а затем делим его на 15 одинаковых кусочков. Поскольку у меня получилось 790 граммов теста, путем несложных математических расчетов легко определить, что вес каждого из 15 кусочков будет составлять 52-53 грамма. Округляем каждый кусочек и выкладываем их на блюдо или доску. Затем накрываем кусочки теста пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Для этого нам понадобится примерно 1 килограмм замороженной вишни. Важно, чтобы вишня была без косточек и торт получился идеальным во всех смыслах. В вишню добавляем 100-150 граммов сахара. У меня коричневый, но подойдет и самый обычный белый. Кастрюлю с вишней ставим на небольшой огонь и при периодическом помешивании сначала доводим до кипения и до полного растворения сахара, а потом провариваем буквально 1-2 минуты. Этого достаточно, чтобы она пустила сок и при этом осталась целой. Поэтому дольше варить не стоит. Нам важно, чтобы вишня оставалась цельной. Проваренную вишню откидываем на сито, чтобы удалить весь сок. Если этого не сделать, лишний сок потом впитается в тесто и трубочки внутри будут слишком мягкими. Оставляем вишню до полного остывания, а когда это произойдет, по одному достаем кусочки теста из холодильника. Каждый кусочек теста раскатываем в прямоугольник. Время от времени кусочек теста, который раскатывается, необходимо поднимать и переворачивать на другую сторону. Так потом будет удобнее скручивать трубочки. И еще, не обязательно раскатывать идеально ровный прямоугольник. Главное, чтобы пласт теста получился тонким, но не прозрачным и размером примерно 30 на 10 сантиметров. Чтобы все трубочки получились одинаковой длины, очень удобно что-то использовать в качестве маркера длины. У меня это ширина коврика. К этому времени вишня уже остыла и даже слегка обсохла. Кстати, у меня освобожденной от лишней жидкости вишни осталось около 700 граммов. Выкладываем вишню по длинному краю, оставляя по краям примерно по 1 сантиметру пустого пространства. И аккуратно сворачиваем тесто в трубочку с вишней внутри. Я подворачиваю края с боков трубочек внутрь, чтобы трубочки потом не нужно было обрезать. Но это не обязательно. И еще, я предпочитаю ложить начинки побольше. Но можно выложить ягоды в один ряд. Тогда и вишни понадобится меньше, и палочки получатся намного аккуратнее, и при выпечке они точно не потекут. Получившиеся заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. А затем отправляем в уже разогретую до 170-180 градусов духовку, где трубочки будут запекаться на протяжении 25-35 минут.
или до красивого золотистого цвета. В процессе выпекания некоторые трубочки могут протечь или обрасти вот такими пузырями. Это не страшно. Оставляем трубочки на столе до полного остывания, а еще лучше испечь их накануне сборки торта. Накануне же можно и подготовить сметану для крема. У меня, к слову, 15%, которой нам понадобится около 1 килограмма. Сметану нам нужно отвесить, поэтому застилаем сито марлей, сложенным в несколько слоев. Выкладываем в это сито всю сметану. Накрываем сметану свисающими краями марли и оставляем в таком виде как минимум на 2-3 часа, а лучше, как я уже говорила, на ночь. Как вы видите, за ночь со сметаны стекло достаточно большое количество жидкости, и в итоге у меня из 3 пачек сметаны получилось около 700 граммов практически крем-сыра, в который нам нужно добавить немного, буквально 1 чайную ложку ванильной эссенции или ванильного сахара, а также 200-250 граммов сахарной пудры. А потом тщательно перемешиваем все это до состояния однородной массы. Настоятельно рекомендую использовать именно пудру, а не обычный сахар. Она быстро растворяется и делает крем гладким и стабильным без лишних усилий. Кстати, вместо сметанного крема в этом торте можно использовать крем на основе крем-сыра и взбитых сливок или заварной крем на основе все той же сметаны. Когда крем готов, можно собирать торт, что удобно делать на блюде или подносе прямоугольной формы. Немного крема, буквально 1-2 столовые ложки, выкладываем на блюдо или поднос и размазываем его, создавая подложку, которая будет надежно фиксировать первый слой. На получившуюся подложку выкладываем первый слой торта, состоящий из 5 трубочек с вишней. На первый слой из трубочек выкладываем крем и распределяем его по всей поверхности, стараясь, чтобы крем заполнил все щели между трубочками. Следующий слой – это 4 трубочки и снова слой крема. Потом перемазанные кремом слои из 3 трубочек, 2 трубочек и 1 трубочки. Остатками крема обмазываем получившуюся избушку, чтобы трубочки были смазаны кремом со всех сторон. Собранный таким образом торт затягиваем пленкой, через которую, кстати, очень удобно выравнивать поверхность торта, и убираем нашу смырековую хату в холодильник как минимум на 8-10 часов, а лучше на ночь, чтобы все трубочки пропитались и стали максимально нежными, а сам торт стал максимально стабильным. Ну а когда торт хорошо пропитается, его можно украсить по своему желанию. Я для этого использую обычный порошок какао, смешанный в равных пропорциях с сахарной пудрой. Но также торт можно украсить тертым шоколадом или шоколадной помадкой. Но на мой взгляд, какао – это самый лучший вариант, поскольку, во-первых, через время порошок какао местами становится влажным и более темным, что подчеркивает несовершенность и неравномерность покрытия. А во-вторых, через порошок местами проглядывается белый крем, что создает иллюзию снега на крыше. В дополнительном декорировании этот торт не нуждается, поскольку у него очень эффектный разрез, который сам по себе является настоящим украшением. А еще этот торт привлекает внимание своим нежным гармоничным вкусом. Мягкие, практически тающие во рту трубочки идеально дополняют нежнейший крем, сливочный вкус которого превосходно оттеняет кисло-сладкая вишня, которая освежает этот десерт, делая его по-настоящему праздничным и уникальным. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!